Как часто вполне здоровые люди жалуются на жизнь по любому поводу, а иногда и без «Ой, надо пройти пешком целую остановку, какой кошмар» или «Ой, пульт остался лежать на другом кресле, а ужас, как же не хочется вставать» и так далее. Как часто они находят любое оправдание, лишь бы не помогать попавшим в беду. Понятно, что в нашем мире никто никому ничем не обязан, но все же, хотелось бы, чтобы в этом мире было больше людей, как герой нашей сегодняшней статьи, таких же сильных духом. Итак, прохожим одного малазийского городка штата Сабах попалась на глаза невероятная картина. Молодой парень, как потом выяснится, 30-летний Абу, спортсмен, с ограниченными возможностями куда-то очень торопился по тротуару на своей коляске. Тротуар шел вдоль канала и был отделен от него газоном и кустами. В канале в тот момент бурлил довольно серьезный поток воды после недавних ливней. И вот парень вдруг затормозил, а потом просто сиганул в траву и пополз на руках в сторону воды. Все было так быстро, что окружающие даже ничего и не поняли сперва. А парень все полз и очень быстро достиг края канала, тогда и стала всем кругом ясна его цель. Дело в том, что из последних сил за край каменных плит этого канала держался маленький котенок. Видимо, когда парень пересекал канал по мостику, он увидел это несчастное животное и бросился к нему на помощь. Мужчина не колебался ни минуты, не призывал помочь других, здоровых и сильных, не искал оправданий себе. Что он, мол, такой-сякой и больной, он все сделал сам, несмотря на отсутствие ног. Да, он весь промок в мокрой траве, и может со стороны его кто-то и принял за какого-то невменяемого. Ну и что? Зато он спас жизнь, спас маленькое пушистое существо, что родилось совсем недавно. Когда парень вытащил кроху, то посадил ее рядом, и та, счастливая, ползала вокруг него. К сожалению, о том, что произошло дальше, мы не знаем, но хочется верить, что либо сам парень, либо кто-то еще вязал малыша с собой. Впрочем, даже если нет, то все равно жизнь котика была спасена. Во всей истории только одно темное пятно – окружающие люди. Как и везде, они просто стояли и снимали, никто не сделал попыток помочь, да даже предложения хотя бы. Да, мы понимаем, что парню эта помощь и не нужна была, скорее всего, но все равно.